В Украине заговорили о капитуляции. Внезапное заявление о завершении войны экс-президента Порошенко. Почему взял слово и обратился к Европе? Переброска войск осуществлена. Военные США у границы Беларуси и России. Войска уже в Литве, Латвии, Польше и Эстонии. Что происходит? Мобилизация под прицелом объектива. Украинских военкомов из ТЦК обязали снимать весь процесс разговора с украинцами во время мобилизационных рейдов. Детали инструкции. Штурм по флангам. Вероятность решающего прорыва на Донбассе. Украина заявляет о новой тактике ВС РФ. В чем суть? Официальное заявление. В украинской разведке отреагировали на планы России по контролю над Одессой и Николаевом. Готов ли Киев к такому повороту? Украина остается одна. Европа много говорит, лжет, но ничего не делает. А мир больше не воспринимает Трампа всерьез. Резонансные материалы в западной прессе с критикой Белого дома и лидеров ЕС. Каков выход у Киева? Блокада границы поляками, удары Израиля по высоткам Газы, а также безуспешные поиски военного НАТО в Латвии. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Проверка военно-учетных документов под прицелом объектива камеры. В Украине новые правила мобилизации. Сотрудников ТЦК обязали носить и включать во время рейдов нагрудные камеры. В украинском Минобороны даже утвердили специальную инструкцию. В документе сказано, что работники ТЦК будут осуществлять непрерывную видеофиксацию процесса проверки документов и должны сразу предупреждать об этом человека. Цель новшества – внимание! Добиться прозрачности мобилизационных мероприятий и дисциплинировать всех участников процесса, говорят в Минобороны. А в случае возникновения конфликтов или провокаций записи должны стать объективным источником информации, уверены военные. Участникам групп оповещения строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, мешать фиксации или передавать видео посторонним лицам. Видеоматериалы будут сохранять на централизованном защищенном сервере, администрировать который будет военная служба правопорядка. Напомню, в украинском обществе неоднократно осуждались методы мобилизации сотрудниками ТЦК. Проблемы признавал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец. В офисе омбудсмена заявляли, что реагируют на все сообщения о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мероприятий, в частности на незаконное удержание, ограничение свободы, применение физической силы и других неправомерных действий. Это была цитата. Лубенец буквально месяц назад заявлял, что в случае подтверждения нарушений он требовал наказания для виновных и напоминал, что сотрудники ТЦК, то есть военкомы, обязаны действовать исключительно в рамках закона. Они не имеют права ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Это также была цитата. Германия вновь дает заднюю. Берлин против отправки войск НАТО в Украину, но не против отправить на фронт украинцев. Об этом в интервью немецкой газете заявил консерватор премьер-министра Баварии Маркус Зёдер. По его словам, Россия никогда не смирится с присутствием натовских солдат в Украине, поскольку это словно подготовительная стадия вступления в альянс. Также политик уверяет, Бундесвер не готов командировать своих военных в Украину из-за финансовых и кадровых сложностей. Поэтому, говорит Зёдер, целесообразнее отправить из Германии домой украинцев-беженцев, чтобы они защищали свою родину. Мир сейчас не предвидится. Поэтому логично рассмотреть возможность возвращения пригодных к службе украинцев домой, чтобы они обеспечивали безопасность своей страны. Также нужно изменить систему пособий. У нас слишком мало украинцев работают по сравнению с другими странами. Это нужно исправить срочно, не только для новых прибывших. Отмечу, что эту новость сейчас активно обсуждают в украинском сегменте интернета, и мужчины и женщины, среди прочего, задаются вопросом, почему Берлин не выдворяет из страны представителей стран Ближнего Востока обратно в их страны, где также идут войны, а также почему не трогают россиян, которых также очень много проживает на территории Германии. В то же время есть и комментарии людей, которые поддерживают такую инициативу. Словакия тоже против отправки своих военных на помощь Киеву. Братислава готова оказать помощь Украине в сфере безопасности, однако не планирует размещать своих солдат в рамках любой миротворческой миссии. Об этом заявил в интервью СТВР премьер-министр Словакии Фица, который только вернулся из Ужгорода на родину.
В то же время Фице заявил, что надо прекращать опускать железный занавес, а после войны надо будет активно налаживать контакты с Россией. Он также намекнул, что некоторые лидеры Европы даже сейчас лицемерят и продолжают активно сотрудничать с Россией. Словацкий премьер также не исключает очередной скорой встречи с Путиным. На повестке только бизнес, ничего личного. Независимо от того, что кто думает о России, мы считаем, что отношения с РФ нужно нормализовать. Я также отвергаю железный занавес, который сегодня создается между Европой и РФ. У нас конструктивный подход к РФ, мы заинтересованы, чтобы после окончания войны дела запустились как можно быстрее. И будем честны, уважаемый редактор, вы думаете, что западные компании ушли из России? Совсем нет. Дома кричат всякие моральные призывы, а их фирмы продолжают работать в России. Вы думаете, что Запад не берет СПГ из России? Россия – второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу. Мораль такова, что одно – это моральные призывы, а жесткий бизнес – другое. Украина остается одна. Европа много говорит, но ничего не делает. С таким громким заголовком вышла статья издания The Telegraph. Автор материала называет обещание Макрона отправить войска в Украину пустым жестом солидарности, на который Путин никогда не согласится. Это цитата. И вот еще одна. Европа лжет Украине. Никаких войск на помощь не придет. Автор публикации называет главную проблему Макрона – это Путин, с которым лидеры ЕС говорить не хотят, а потому, вероятно, уже и не слышали, что Путин неоднократно повторял непринятие любых войск НАТО на территории Украины, пишет The Telegraph. И уточняет, что у граждан Украины есть все основания злиться на ЕС. Но на самом деле у Зеленского и у всех украинцев есть все основания для гнева на союзников из ЕС. Да, европейская и американская военная помощь помогла Украине остановить гораздо более многочисленную российскую армию. Но вся история 3,5 лет войны – это история постоянных задержек и недостаточных поставок. The Telegraph также акцентирует внимание на том, что исчезли уже любые разговоры о вступлении Украины в НАТО. Далее также процитирую. «Одно ключевое требование Кремля выполнено». Wall Street Journal также вышел с критикой ЕС. Это издание пишет, что сейчас Путин делает ставку на то, что армия Украины сломается раньше, чем его экономика. Авторы сравнивают войну в Украине с состязанием 2 песочных часов. Одни считают, сколько осталось времени украинской армии, другие, сколько осталось российской экономике. И главный вопрос, кто продержится дольше. По мнению многих политиков и аналитиков, критикующих подход Трампа, в процессах не хватает скоординированной стратегии США и Европы, которая могла бы ускорить обратный отсчет для России и изменить расчет Путина, потому что на текущей траектории он может выиграть свою ставку. При этом в Кремле накануне говорили об экономике России, там дали понять, что ждут возвращения на рынок западных компаний, которые ушли из РФ с началом большой войны. Мне кажется, говорить о том, что мы не заинтересованы в возвращении этих компаний, было бы ошибочным. Любая экономика мира заинтересована в иностранных инвестициях, заинтересована в том, чтобы в страну приходили новые технологии, новые компетенции. Это очень важно. А Трамп, который обещал обрушить экономику России, проиграл. О поражении американского президента пишет издание The Atlantic, которое вышло с публикацией под названием «Мир больше не воспринимает Трампа всерьез. На парадах и в залах мировой политики Америка оказалась на обочине». Встреча Путина, Си Цзиньпиня и Ким Чен Ына на параде в Пекине, где не было Трампа, показала истинное отношение к нему. Авторы публикации пишут, что на протяжении почти десятилетия эта тройка внимательно изучала Трампа и, похоже, пришла к однозначному выводу. Президент Соединенных Штатов недостоин их уважения. Конец цитаты. Америка дрейфует. У нее нет цельной внешней политики, нет профессиональной команды, управляющей обороной и дипломатией, и есть президент, которому мир интересен лишь постольку, поскольку он служит его личным целям. Неудивительно, что люди, собравшиеся в Пекине, 3 автократа, чьи государства вместе держат под прицелом сотни ядерных боеголовок, чувствуют себя свободно. Действуя так, словно о Трампе и стране, которой он руководит, и не нужно даже думать. В то же время в Украине вновь заговорили о капитуляции. Такой вариант отвергают полностью. Пятый президент страны Порошенко, находясь с визитом в Великобритании, заявил, что Украина делает ставку на ВСУ. Он также дал понять, что каждые дополнительные 50 дней или любой другой срок, который постоянно озвучивает Трамп, это не подход. И надо сделать все, чтобы с Путиным было заключено всеобъемлющее прекращение огня, цитирует Порошенко украинские медиа. Если нет, то переходить к плану «Б». Ця війна знала
Эта война знала свои взлеты и падения. Но чего эта война никогда не знала, так это капитуляции Украины. Мы никогда не сдадимся, несмотря ни на что. Ни в 2014 году, ни в 2015, ни в 2022 и, конечно же, тем более не сегодня. Обмен территориями даже не обсуждается. Никто в Украине, ни Порошенко, ни Зеленский, не готов это обсуждать, потому что это не обмен российской территории на украинскую, а обмен украинской территории, организованный военным преступником Путиным. Мы точно не будем обсуждать ограничения наших вооруженных сил. Почему? Потому что это самый эффективный и надежный источник гарантий безопасности. Не только для Украины, но и для Европы, для всего мира. Друзья, интересен ваш взгляд. Помню, что в декабре-январе, когда стало известно о победе Трампа, то у всех были разные чувства. Кто-то, естественно, был рад победе, кто-то ею разочарован, но многие были едины во мнении, что грядут глобальные изменения. Какие у вас впечатления сейчас, спустя практически 9 месяцев после того, как Трамп вернулся в Белый дом? Согласны или не согласны вы с публикацией The Atlantic о том, что мир больше не воспринимает Трампа всерьез? Оставьте свой комментарий под видео, если не сложно, поставьте лайк этому видео, а также подпишитесь на канал Время Прядко. А я продолжаю. И теперь о ситуации на фронте. Армия России продвинулась сразу на 3 направлениях – в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает мониторинговый канал Deep State. В частности, в Сумской области россияне продвинулись в районе поселка Юнаковка, через который проходит трасса Сумы-Юнаковка-Курск, которой пользовались ВСУ. Заметно продвижение и в Серебрянском лесу в Луганской области, и возле села Сичневая Днепропетровской области. При этом вновь в Украине говорят о том, что россияне готовятся к большому наступлению в районе Покровска Донецкой области. Там уверяют, что ВС РФ малыми группами пытаются зайти как можно глубже в город, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских военных. При этом рядом с городом ВС РФ штурмуют позиции ВСУ. Украина заявляет, что пытается блокировать все попытки продвижения, при этом там ожидают решающего прорыва. Согласно имеющейся информации, Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого «решающего прорыва» с применением большого количества личного состава и техники. Ключевая цель противника остается неизменной – захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск. Тем временем в Украине официально отреагировали на недавнее появление начальника Генштаба ВС РФ Герасимова на фоне карты Украины, где указано, что Одесская и Николаевская области находятся под контролем России. В украинской разведке считают, что ВС РФ до Одессы не дойдут, ведь карта — это лишь часть другой операции, и не более. В нашем информационном пространстве тоже гуляло много карт, где был зафиксирован и раздел России. Такие вот информационные операции. Понятно, что эта карта была показана намеренно. Это часть такой дозированной дезинформационной кампании. Мол, мы показали, а вы себе думайте, обсуждайте. Таким образом, они также демонстрируют, насколько стремятся к миру. И ПСО есть и ПСО. При этом российские дроны долетели не только до южных областей Украины, но и дальше. В ночь на 7 сентября был один из массированных налетов дронов. Стаи БПЛА, а речь идет о нескольких сотнях, атаковали центр, восток, запад, юг и север страны. Переброска войск осуществлена. Американские войска теперь максимально близко к границам России и Беларуси. Они были отправлены в Литву, Польшу, Латвию и Эстонию. Все в рамках международных военных учений «Железный кулак». В них задействовали 17 тысяч военных. Литва примет колонну военной техники из Польши, а также 18 американских военных вертолетов. Часть полетов будет выполняться ночью на предельно малых высотах, около 150 метров. натовские учения стартовали в конце этой недели и закончатся 17 сентября. Напомню, по срокам «Железный кулак» совпадает с белорусско-российскими учениями «Запад». Безуспешный результат. В Латвии продолжаются поиски пропавшего без вести несколько дней назад канадского военного, который находился в стране в рамках операции по укреплению восточного фланга НАТО. К расследованию привлечена полиция Латвии совместно с военной полицией Канады, многонациональной бригадой НАТО в Латвии и национальными вооруженными силами с максимальной поддержкой и использованием всех доступных ресурсов. Напомню, весной этого года в Литве, недалеко от границы с Беларусью, пропали 4 американских военных, которые участвовали в учениях НАТО. Позже оказалось, что они на бронированной машине утонули в болоте в лесах страны. Спецоперация по поиску и извлечению бронемашины, а также тел, длилась неделю.
Израиль атаковал 15-этажную жилую высотку в районе Тель-Эль-Хава на юго-западе Газы. Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по еще одному высотному зданию в городе, в котором были наблюдательные посты Хамас для отслеживания передвижений израильских военных. Подземная инфраструктура здания, утверждает Цахал, использовалась для координации террористической деятельности. Здание полностью рухнуло. Менее чем за час до авиаудара Цахал призвал жителей Газы эвакуироваться из этого района. Это уже второе высотное здание, подвергшееся бомбардировке за последние 24 часа. Израиль пытается вынудить миллионное население Газы покинуть центр и переместиться в гуманитарные зоны на юге. Новый удар поляков по украинцам. Протест на границе. Польские фермеры, которые накануне перекрыли дорогу вблизи пункта пропуска Медика Шегини и не пропускали к погранпункту фуры, следующие в Украину, разошлись по домам. Об этом сообщили украинские пограничники. Забастовку устроили фермеры из организации «Обманутое село». Аграрии устали от низких цен на зерно и проблем с его сбытом, пишут польские СМИ. Их акция – это отчаянный призыв к правительству действовать. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.